В марте 2018 года 62-летний американец Майк Хьюз по прозвищу «Псих» взлетел на самодельной ракете над калифорнийской пустыней Мохаве. Примерно за минуту Хьюз поднялся на высоту 572 метра. Закончилось все хорошо. Он приземлился обратно, живой и довольный. Избежал серьезных травм и объявил журналистам, что испытания прошли успешно. 2 года спустя Хьюзу повезло меньше. В феврале 2020-го он разбился в окрестностях калифорнийского города Барстоу на очередной самодельной ракете. Парашют, которым «Псих» собирался воспользоваться, отделился от ракеты еще при запуске. В результате пилот не смог покинуть свое судно, рухнул вместе с ним и скончался на месте. В некрологах о смерти Хьюза писали без скорби. Он погиб в погоне за мечтой, делая то, что любил больше всего. Его биография — готовый сценарий для голливудского байопика. Водитель лимузинов переквалифицировался в трюкача-экстремала и изобретателя. Хьюз ставил рекорды, обещал баллотироваться в губернаторы Калифорнии и верил, что сможет запустить себя в космос. Его называли фантазером, визионером, ну и, конечно, сумасшедшим. Последний эпитет объяснялся не только тем, что Хьюз постоянно подвергал себя смертельной опасности, но и причиной, по которой он это делал. В 2017 году он заявил, что, по его мнению, Земля имеет форму тарелки. «Верю ли я в это?» — заявил тогда Хьюз. «Да». Знаю ли я это наверняка? Нет. Именно поэтому я и хочу попасть в космос. Вскоре после этого портал сторонников теории плоской Земли The Daily Plane запустил кампанию по сбору средств для Хьюза. Единомышленники перевели «Психу» на ракету $7,5 тысяч. Этого хватило для успешного тестового полета над Мохаве. Сам Хьюз рассматривал этот опыт как тренировку. В будущем он собирался подняться на несколько километров на воздушном шаре и уже оттуда запустить ракету. На ней он достиг бы точки, откуда форма Земли уже не вызывала бы никаких сомнений. Уже после смерти Хьюза его соратники заявили, что на самом деле он не верил в плоскую Землю, а конспирологию он просто использовал, чтобы финансировать свои авантюры. Так это или нет, мы уже никогда не узнаем. Многие сторонники культа плоской Земли просто радовались тому, что Хьюз привлек к ним внимание СМИ. Они предвкушали смену парадигмы. Якобы общественность вот-вот поймет, что ее все это время обманывали. Люди научатся мыслить критически и сообразят, что жить на шаре невозможно. План не сработал, и спустя 5,5 лет после гибели Хьюза конспирологи-плоскоземельцы все еще не ворвались в мейнстрим. Но активное и многочисленное сообщество сторонников этой совершенно идиотской теории существует уже более полувека. Его основателем принято считать некоего Чарльза Кеннета Джонсона. На самом деле, общество плоской Земли еще в 50-х основал приятель Джонсона Сэмюэл Шентон. Однако именно Джонсон после смерти Шентона в 70-х вывел конспирологов из подполья. Под его руководством общество из маленького кружка превратилось в организацию с несколькими тысячами постоянных участников. В основном Джонсон занимался тем, что обвинял ученых в глобальном заговоре. Именно они, по его словам, внушали людям идею о том, что Земля представляет собой эллипсоид. Зачем же они это сделали? По версии Джонсона, чтобы сделать науку новой религией, которой нужно доверять без лишних вопросов. В новостных рассылках Джонсона всегда находились ответы на любые критические аргументы. Восходы и закаты он называл оптическими иллюзиями. Высадку американцев на Луну считал постановкой. Она якобы состоялась в ангаре в Аризоне по сценарию известного фантаста Артура Кларка. Когда его спрашивали про солнечные затмения, Джонсон отвечал, что Небесное Царство – обитель тайн, и далеко не все из них дано постичь простым смертным. Главным источником лжи лидер конспирологов считал американское космическое агентство НАСА. Джонсон оставался главой общества плоской Земли до своей смерти в 2001 году. Однако к тому времени ажиотаж вокруг его движения уже пошел на спад. Численность участников общества сократилась с 3,5 до 100. Культ плоской Земли снова превратился в маргинальный кружок, без серьезных претензий на массовость. Так бы движение и погибло. Но в 2004 году общество плоской Земли вернул из небытия однофамилец его первого президента, человек по имени Дэниел Шентон. С тех пор движение набирает популярность. Например, в 2019-м некий американец по имени Дэйв поведал BBC,
что вместе с ним недавнюю конференцию плоскоземельцев в Денвере посетили 800 единомышленников. Сравните со сборищем в Шеффилде в 2016 году, где присутствовали всего 3 человека. У плоскоземельцев есть свои лидеры и свои герои. Внутри движения идет борьба за авторитет. Несколько раз от общества плоской земли откалывались мятежные фракции. Например, в 2016 году было основано альтернативное общество исследований плоской земли. Своих бывших соратников альтернативные плоскоземельцы называли марионетками научного истеблишмента, провокаторами и саботажниками, которые подкупили ученых, чтобы помешать настоящим искателям истины. Как вообще людям приходит в голову подобная чушь? Тут многие наверняка подумали про Средневековье, но нет. В публичном поле теория о плоской Земле появилась в середине 19 века, в 1865-м. Тогда в Англии вышла книга английского изобретателя, харизматичного оратора и религиозного фундаменталиста Сэмуэла Роуботтема. Назывался его труд так: «Зететическая астрономия. Земля – это не глобус». Слово «зететический» происходило от греческого «зетео», что в переводе означает «искать», «исследовать». В Европе тех лет оно использовалось, чтобы показать, что исследователь скептически относится к привычным нормам и пытается их переосмыслить. Именно этим и занимался Роуботтем. Он утверждал, что Земля на самом деле имеет форму диска с северным полюсом в центре. Антарктида, в его понимании, представляла собой стену льда, которая окружала этот диск по периметру. Роуботтем настаивал, что Солнце, остальные звезды и Луна располагаются менее чем в 1000 километрах от Земли, и что по размеру они намного меньше нашей планеты. Он любил рассказывать, что однажды встал у одного конца канала протяженностью 10 километров и ясно увидел лодку на другом его конце. А как бы он мог это сделать, если бы поверхность Земли загибалась? Шах и мат, астрономы. Времена были еще довольно дикие, и идеи Роуботтема набрали большую популярность. После его смерти в 1884 году его последователи основали Всемирное зететическое общество. Они высмеивали астрономию, дарвиновскую теорию эволюции и иногда обсуждали альтернативные версии. Например, предполагали, что Земля представляет собой не диск, а куб. Идеи Роуботтема перекочевали в США и там прижились. Удивительно, но жители просвещенного XIX века в этом плане оказались более отсталыми, чем их далекие предки. Что Земля не плоская, люди додумались как минимум в VI веке до нашей эры. И именно тогда античные философы, математики и астрономы начали активно отстаивать теорию о том, что наша планета имеет форму шара. В пользу этой концепции приводились разные аргументы. Говорили о том, что на юге видны звезды, которые невозможно разглядеть на севере, и о том, что тень от Земли, падающая на Луну во время затмения, всегда круглая. Аристотель обращал внимание на то, что даже незначительного перемещения наблюдателя хватает, чтобы картина звездного неба над головой заметно изменилась. Из этого великий философ делал вывод, что Земля не только шарообразной формы, но и не очень велика, по меркам Вселенной, конечно. С тех пор в шарообразности планеты не сомневался почти никто из античных мыслителей. Друзья, я держу в руках новый номер журнала «Чтиво». Мы посвятили его рекордам и начали с простого вопроса. А почему вообще нам хочется быть быстрее, выше и лучше остальных? На протяжении всей истории люди состязались друг с другом. Началось все с попытки выяснить, кто быстрее бегает, а дошло до чемпионата по поеданию хот-догов на скорость или соревнований в покорении космоса. Компании стараются продать больше, чем конкуренты. Блогеры бьются за количество подписчиков. Музыканты хвастают местами в хит-парадах. Писатели тиражами. Рекорды бывают очень разными. И мы постарались не обойти вниманием ни одну из этих областей. На обложке номера, пожалуй, главный рекордсмен этого года Александр Овечкин. Он стал лучшим снайпером в истории НХЛ в регулярных чемпионатах. Мы посвятили ему большой материал с комментариями тех, кто встречался ему на профессиональном пути. От Вячеслава Фетисова до Владислава Третьяка, который написал нам колонку. Еще я записал большое интервью с Александром Бубликом. Мы поговорили о том, как
простой парень из Гатчины смог стать одним из самых заметных теннисистов мира. Глобально этот номер – разговор о том, как рекорды двигают вперед экономику, культуру и общество в целом. И о том вообще, на что люди готовы ради того, чтобы вписать свое имя в историю. Номер доступен для предзаказа по ссылке в описании. Во II веке до нашей эры появился первый глобус, только укрепивший эти представления. Но это развитые и просвещенные греки и римляне. А что насчет волосатых варваров темных веков? Уж они-то наверняка верили, что Земля — это диск. На самом деле нет. Мнения на этот счет были самые разные. Миф о поголовной вере средневековых людей в плоскую Землю — это именно миф. И сложился он очень поздно, в начале 19 века. Благодарить за него стоит американского писателя Вашингтона Ирвинга, автора «Легенды о сонной лощине». Тот вставил в жизнеописание Христофора Колумба эпизод, в котором на великого путешественника нападают католические иерархи. Духовенство обвинило Колумба якобы в ереси за то, что он осмелился назвать Землю круглой. В действительности никакого спора между Колумбом и католиками не было, да и вообще католическая церковь никогда не утверждала, что Земля плоская. В Библии относительно формы Земли ничего не говорится. Там есть пара фраз, которые можно трактовать в этом смысле, но только если воспринимать их уж совсем буквально. Дело в другом. Ирвинг, как и большинство его соотечественников, был протестантом, а протестанты в XIX веке любили изображать своих конкурентов-католиков отсталыми реакционерами и мракобесами. Но если шароподобную форму Земли обосновал еще Аристотель, то почему некоторые до сих пор верят в плоскую Землю? Для кого-то такая убежденность – логичное следствие веры в Бога. Такие плоскоземельцы критикуют науку в целом, как способ познания мира, и отрицают большинство устоявшихся научных знаний, от теории эволюции до, собственно, формы Земли. Один сторонник теории плоской Земли сформулировал свои претензии к официальной астрономии следующим образом. Ученые изобрели большой взрыв, чтобы не признавать, что Бог создал все. Байку про эволюцию они рассказывают, чтобы убедить вас, что для Бога обезьяны важнее, чем вы. А круглую Землю они придумали, потому что Бог не может быть одновременно над вами и под вами. Возражать такой позиции тяжело. Любое устоявшееся знание религиозные плоскоземельцы клеймят как тоталитарную догму и ставят под сомнение, а себя видят героями-бунтарями, современными галилеями. Ну а чтобы теория распространилась, в наше время достаточно нескольких твитов и пары видео на Ютубе. В 2019 году группа ученых из Техасского технологического университета пообщалась с 30 сторонниками плоской Земли. Как оказалось, 29 человек еще совсем недавно считали, что планета имеет форму шара, но переменили мнение после просмотра роликов в соцсетях. Некоторые из них включали видео, чтобы посмеяться над конспирологами, но вместо этого проникались их идеями. Как бы странно это ни звучало, но за последние десятилетия в то, что Земля плоская, поверили тысячи людей. Среди плоскоземельцев встречаются и знаменитости. Например, умеренно популярный рэпер Бобби Рэй Симмонс-младший, известный под псевдонимом B.O.B. В 2017 году он объявил, что собирает $200 тысяч на запуск собственного спутника. Спутник был нужен, чтобы без коварных ученых и подкупленных правительством космонавтов из НАСА собственными глазами увидеть Землю из космоса. Вскоре рэпер увеличил сумму сбора до $1 миллиона, чтобы покрыть все расходы. На этом его кампания по разоблачению научного заговора заглохла. Большинство экспертов сходятся на том, что прямо сейчас концепция плоской Земли не самая опасная из теорий заговоров. Она странная, дурацкая, но плоскоземельцы пока не представляют угрозы для общества. Они скорее тревожный симптом. Информации в современном мире стало так много, что средний человек по-настоящему уже ни в чем не уверен. В том числе и в том, не стоит ли случайно Земля на 3 слонах, в свою очередь расположенных на спине у огромной черепахи.